Беспроводные наушники с динамическими драйверами, стильным дизайном бокса и наушников, сенсорным управлением, командой для управления камерой на смартфоне, временем автономной работы до 28 часов вместе с боксом и до 7 часов на одном заряде наушников, защитой по стандарту IPX4, и обо всем этом можно, разумеется, прочесть в рекламе к наушникам под названием Oppo Enka Air 3i или Enka Buds 2, как указано на их официальном сайте. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке из тонкого картона. Интересно, что на официальном сайте Oppo Enka Air 3i это вкладыши. Но можно найти модель Oppo Enka Buds 2, которая внешне такая же, как и наушники, которые сегодня вы видите на обзоре. Скорее всего, это ошибка производителя, но факт остается фактом. У меня на руках наушники под названием Oppo Enka Air 3i, которые по характеристикам и внешнему виду являются моделью Oppo Enka Buds 2. В комплекте мы имеем бокс, наушники, амбушюры и краткое руководство. Кабеля для зарядки не положили, за что отдельный минус. Весит один наушник 4 грамма, а бокс всего 30 граммов. Габариты бокса 57 на 57 на 26 миллиметров, а наушников 35 на 20 на 23 миллиметра. Звуковод овальной формы с хорошо наклеенной сеточкой. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в описании своего канала, либо в комментарии указать свое имя в телеге. Всем, кто оставит в принципе любой комментарий, огромное спасибо, знаете, вы помогаете в проекту. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, это тоже условие, но и плюс вы там увидите много всего полезного. Я там во время распродажи делаю аналитику ежедневную, всякие Poco X6, X6 Pro по 18-20 тысяч, и еще много всего веселого. Допустим, F6, которые за 30-ку изначально торговали, уже по 26 скидывают. Так что подписывайтесь на канал с колоколом, перейдем же к беспроводным наушникам. В продаже имеется белая, голубая расцветка данной модели, но если брать наушники под названием Enka Buds 2, то также есть черная и зеленая расцветка. Бокс выполнен из глянцевого пластика, материалы неплохие, да и сборка тоже хорошая. Дизайн бокса обыкновенный, он не габаритный и в кармане особо не мешается. На корпусе расположили разъем для зарядки Type-C, LED-индикатор и надпись Oppo с лицевой части. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень-таки удобно. Шарнир пластиковый, но люфт у крышки отсутствует, за что отдельно плюс. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Вынимать наушники из бокса удобно. Крышка не мешается. Внутри находится два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, а также краткая характеристика мелким шрифтом. Наушники в боксе гуляют, магнитоудерживающие наушники неплохие, если попытаться вытряхнуть наушники с закрытым боксом, разумеется, они не вылетят. А с открытой крышкой бокса нужно будет приложить немного усилий. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из такого же глянцевого материала, как и бокс. Дизайн наушников простой, без лишних деталей. Посадка плотная, и что хорошо, так это то, что при длительном использовании не ощущается дискомфорта. Во время пробежки из ушей данная пара не вылетает, и из ушей наушники сильно не выпирают. Далее, на корпусе расположили контакты для зарядки, все как у всех. Помимо этого микрофоны, маркировку для левого и правого наушника и, разумеется, сенсорные области, которые обозначены небольшим углублением. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового помощника, включение игрового режима и, разумеется, регулировка громкости. Одиночный тап отвечает за плей-паузу, его можно отключить. Настроить полноценно все команды возможно, управление удобное, на касание наушники откликаются хорошо и быстро. Команды в наушниках сопровождаются системными звуками без озвучки голосом. Летим дальше. Что касается характеристик, если брать информацию о модели Oppo Enka Buds 2, то здесь установлены 10-мм динамические драйвера, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, по кодекам есть поддержка AAC и SBC, а Bluetooth чип установлен в версии 5.2. Напоминаю, что уже есть те, кому 5.4 вставляют Bluetooth, но это супер дорогие наушники обычно. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается по одному, они работают, но переподключение с небольшой задержкой. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Также у меня в паре с OnePlus 10T была анимация для быстрого подключения, но это не означает, что она будет и на других смартфонах. Как вы уже поняли, в данной модели нет поддержки ANC, функции прозрачности, беспроводной зарядки и мультипоинта. Это просто бюджетные ТВС наушники с базовым функционалом. Далее, емкость аккумулятора бокса 460 мАч, а одного наушника 40 мАч. Полный цикл зарядки наушников у бокса в среднем занимает 2 часа 40 минут, что не быстро. Наушники же заряжаются за 1 час 30 минут. Отыграли наушники у меня на
70% громкости по кодеку AAC 5 часов 30 минут, а с боксом данная пара отыграет в общей сложности до 22 часов. Далее, водонепроницаемость класса IPX4. Данный стандарт не защищает от утопления, но в целом должен выдержать мелкий дождик или пот. Я для примера окунул их в проточную воду, после чего просушил и проверил работоспособность. В итоге они не вышли из строя, но вам подобным заниматься, разумеется, не рекомендуется. Для полноценного использования нужно установить приложение Hey Melody, но у меня на смартфоне OnePlus все функции доступны в настройках Bluetooth. Также дела будут обстоять и со смартфонами от Oppo или Realme. В настройках есть информация о заряде наушников и бокса по отдельности, ко всему в процентах. Далее можно настроить управление, воспользоваться тремя неплохо настроенными предустановленными эквалайзерами, но кастомного эквалайзера здесь нет. Включить функцию для управления камерой с помощью сенсорной области и перейти во вкладку Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает эту технологию. На этом все. Летим дальше. По стабильности связи все неплохо. Через одну стену наушники не отваливались, как и через две, но через две изредка уже проскакивали фризы. Напоминаю, что данная модель поддерживает игровой режим, задержка на YouTube незаметна в целом, как и в играх, играть комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают хорошо, учитывая ценовую категорию, к примеру, вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников Oppo и насколько хорошо они отрабатывают, как всегда, решать вам, но напоминаю, что в этом ценовом сегменте, в принципе, как и Oppo NK-R3i, существует большое количество беспроводных наушников, выбрать есть из чего, и здесь очень сильно все зависит от того, какой модели ваш смартфон, потому что лучше аксессуары подбирать родные. Это раз. Делай два, разумеется, если вам нужны приличные микрофоны, суперские, всегда помним, что лучшие микро либо у вашего телефона, либо у наушников на шнурке. Звучание. Запас громкости достаточный. Лично я прослушивал музыку на громкости не выше 70%. В общей картине звучание неплохое, но если говорить о стоковом звучании, то однозначно середины не хватает проработки, высоким выразительности, а басу глубины. Каша присутствует и заметная. Не скажу, что они лучшие ТВС-наушники в этой ценовой категории по звуку, но и не самые плохие. Для повседневного использования данного звучания хватит. Минусы: с учетом цены и возможностей, которых в данной модели мало, хотелось бы более качественное звучание. Ну и путаница с моделями прямо лютая. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромное спасибо за подписку. Резюмирую: беспроводные наушники Oppo NK-R3i или по-другому Oppo NK Buds 2 — обыкновенные недорогие беспроводные наушники с базовыми функциями и средним по качеству звучания. Цена на них, как по мне, завышена, учитывая, сколько у них конкурентов уже в этом лоукосте, так как я встречал модели в этой ценовой категории с более качественным и выразительным звуком за меньшие деньги. Так что, если будет на распродаже, то можешь смотреть. От меня девайсу максимально скромная да, и еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.